Здравствуйте, друзья! Спасибо вам за поддержку, которую вы высказали в комментариях к моим обновленным урокам по установке и первым настройкам Home Assistant. Это очень мотивирует продолжать. И, как я и обещал, если будет интерес, а он совершенно точно есть, предлагаю вашему вниманию следующий подробный видеоурок, в котором по шагам расскажу о всех нюансах установки системы ZigBee to MQTT и связанных с ней дополнений. Как обычно, все ссылки, команды и код, показанные в этом уроке, вы найдете в текстовом файле в описании под видео. Перед тем, как мы начнем, по традиции, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей, которым интересна тема умного дома, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. С момента прошлого видео про первые шаги и настройки никаких изменений на этом сервере я не делал, кроме обновления ядра Home Assistant до версии 2023.10.3. На порядок действия это никак не влияет. Перед существенными изменениями, а то, что мы будем делать сегодня, весьма существенно для системы, берем себе за правило делать резервное копирование. Для этого переходим в меню настроек и выбираем опцию «Система». В нем нам нужно найти и перейти в пункт «Резервные копии». В правом нижнем углу нажимаем на кнопку «Создать резервную копию». В появившемся диалоге проверяем, что стоит отметка на опции «Полная резервная копия». Даем осмысленное название и нажимаем на кнопку «Создать». Ждем, на этом этапе создание много времени не занимает, так как база данных еще совсем небольшая. Бэкап создан, и теперь, если что-то пойдет не так, всегда можно откатиться на текущее состояние и начать все сначала. Но надеюсь, что у вас все получится с первого раза. Возвращаемся в меню настройки, теперь нас интересует уже знакомая по предыдущему уроку вкладка дополнений. Как я и сказал, система находится в том же состоянии, в каком мы закончили прошлый урок. Тут есть только файл Editor и MariaDB. Справа внизу нажимаем кнопку «Магазин дополнений». Установку начинаем с Mosquito Broker. Попробую объяснить в двух словах. Это система для обмена сообщениями, что-то вроде почты, где одни адресаты шлют письма сообщения другим адресатам. Mosquito Broker – это серверная часть, назовем его почтовым отделением. С одной стороны, его будет использовать ZigBee to MQTT, отправляя данные с устройств и получая команды для них. С другой стороны, Home Assistant, который будет получать то, что отправляет ZigBee to MQTT, и посылать ему необходимые инструкции. Выбираем и запускаем процесс установки. К слову говоря, протокол MQTT, который используется при обмене сообщениями, универсален и применяется в множестве других устройств умного дома, в том числе позволяет обмениваться данными между разными серверами Home Assistant и не только. Также его можно использовать и для хранения каких-то данных. Подобные примеры были в моих обучающих видео. Поэтому нельзя сказать, что Mosquito Broker нужен только для ZigBee to MQTT. В целом это очень полезное дополнение. После установки не запускаем, а переходим в режим конфигурации. Вот так выглядит конфигурация по умолчанию. Для работы только с ZigBee to MQTT можно оставить все без изменений. Он сможет подключиться к серверу, используя внутреннюю систему авторизации. Но если мы хотим иметь возможность подключать еще что-то, то нужно указать логин и пароль. Так как это ресурс внутренней сети, я поставил очень простую пару логин-пароль MQTT-MQTT. Если хотите, можете поставить любой другой, хоть 14-значный, на свое усмотрение. Сохраняем конфигурацию. Запускаем дополнение и включаем опцию Watchdog, которая автоматически перезапустит его в случае падения. На вкладке «Журнал» можно проконтролировать процесс запуска. При необходимости используем кнопку «Обновить». При нормальном запуске журнал выглядит примерно так. Для возможности ручного подключения к брокеру сообщений я очень рекомендую замечательный инструмент MQTT Explorer. Он бесплатный, загрузить можно по ссылке в текстовом файле описаний. Для подключения вводим IP-адрес вашего сервера. Порт мы не меняли, оставляем по умолчанию. Логин и пароль – те, что ввели на вкладке настроек дополнения. Параметры соединения можно сохранить, чтобы не вводить их каждый раз. Подключаемся. Вот так выглядит только что установленный брокер. Его структура чем-то напоминает обычный проводник. Корневая папка, вложенная структура. Только тут в папках хранятся не файлы, а сообщения. Это называется топиками. Пока к брокеру ничто не подключено, поэтому тут есть только его служебная информация. Теперь мы можем поставить ZigBee to MQTT. Кстати, его название состоит из двух слов – ZigBee и MQTT. Из ZigBee передаем в MQTT и из MQTT в ZigBee. Этого дополнения по умолчанию в магазине нет. Поэтому нужно нажать справа сверху кнопку из трех точек и выбрать опцию «Репозиторий».
Из файла описания под видео копируем путь к репозиторию ZigBee to MQTT на GitHub, вставляем его в текстовую строку и нажимаем «Добавить». У нас появился новый, дополнительный репозиторий для ZigBee to MQTT. Точно так же добавляются и другие подобные репозитории типа Google Backup, Zigstar Addon и так далее. Обновляем страницу браузера кнопкой F5, и у нас появился новый раздел, в котором доступно 3 варианта установки. Первый – это стандартный ZigBee to MQTT, который нам и нужен. Edge – это тестовая версия. В ней могут быть обновления, которых нет стандартной, но она не является стабильной. И третий вариант – это Proxy для использования с установленным в другом месте ZigBee to MQTT. Как я и сказал, мы выбираем обычную гражданскую версию. Запускаем установку и терпеливо ждем. После установки не запускаем, проведем несложное начальное конфигурирование, которое облегчит нам дальнейшую жизнь. В первой строке указан путь, где будут находиться конфигурационные файлы дополнения. По умолчанию в корневой папке config создается вложенная папка ZigBee to MQTT. Оставим так, но помним, что если вы будете ставить дополнительные экземпляры ZigBee to MQTT, а это возможно в отличие от ZHA, то для каждого должна быть отдельная папка. Теперь нам понадобится файл-эдитор. В прошлом видео я забыл рассказать, как убрать дополнительную панель инструментов слева, я выделил ее прямоугольником. По моему опыту ей пользуются редко, и она просто занимает полезное место. Справа сверху нажимаем кнопку с шестеренкой «Настройки», прокручиваем вниз и выбираем опцию Toggle Home Assistant Panel. Теперь ничего лишнего, только окно текстового редактора, больше полезного пространства. Пока дополнение ZigBee to MQTT не установлено, то и папки пока нет. А она нам нужна, чтобы положить в нее первоначальные настройки, поэтому создаем ее вручную. Внутри этой папки создаем файл Configuration YAML. Да, он называется точно так же, как и главный конфигурационный файл Home Assistant, просто лежит в другой папке. Конфигурацию начнем с раздела MQTT. Так как сервер у нас установлен в виде аддона тут же, то в качестве адреса указывается Core Mosquito и стандартный порт 1883. В таком случае логин и пароль прописывать не надо, сработает внутренняя система авторизации. Если сервер поднят в другом месте, может быть и так. Нужно указать IP-адрес, логин и пароль. Базовый топик – это название ветки в корневой папке брокера. По умолчанию он называется также ZigBee to MQTT. Но я неоднократно встречал проблему, когда пользователи при установке второго экземпляра дополнения случайно запускали его с топиком по умолчанию, что приводило к недоступности устройств Home Assistant. Поэтому рекомендую сразу указать нестандартное название, например, с единицей в конце. Этот принцип можно использовать и для пути для папки аддона. Далее нам нужно указать путь к координатору. Если вы используете USB ZigBee Stick, то перейдите в раздел «Настройки системы». В этом пункте нужно выбрать раздел «Оборудование». В открывшемся окне нажимаем кнопку «Все оборудование». Пролистываем вниз. На этом скриншоте мой тестовый сервер, к которому подключено сразу два USB ZigBee стика. Верхний это Sonoff ZB Dongle E на базе EFR32MG21. У меня он работает с ZHA. Внизу Sonoff ZB Dongle P на CC2652P, он используется с ZigBee to MQTT. Если раскрыть вкладку устройства, то будет виден и путь к нему. В случае с Sonoff E DEV TTI ACM0. Для Sonoff P DEV TTI USB 0. В большинстве случаев для USB координаторов будет один из этих портов. Для использования ZigBee to MQTT рекомендуемыми координаторами являются те, что сделаны на базе модуля CC2652P. Вот так настройка будет выглядеть для Sonoff ZB Dongle P, только порт. Аналогично для других координаторов на CC2652P. Смотрим путь в устройствах, копируем и вставляем сюда. Устройства на базе EFR32MG21 имеют экспериментальную поддержку. В многих случаях никаких проблем с ними нет и уровень сигнала у них выше, но иногда встречаются отвалы устройств. Для таких координаторов, кроме порта, нужно указывать тип адаптера EZSP. Все примеры вы найдете в текстовом файле. Я буду использовать сетевой координатор SMLite SLZB06, он подключен к Ethernet. У него есть выделенный IP-адрес, по которому можно зайти на страницу его настроек. Одна из вкладок называется Z2M NZHA. На ней есть настройки, скорость и номер сокета порта, которые нам нужны кроме IP-адреса. Но есть еще более удобная вещь – генератор настроек. Выбираем опцию ZigBee to MQTT и копируем блок настроек. Вставил его как есть, без изменений после раздела MQTT.
В качестве пути к сериал-порту тут сетевой адрес, указана скорость порта, есть дополнительно необязательная опция для управления светодиодом, а также установка максимальной мощности ZigBee модуля. Для устройств на базе прошивок ZigStar, оригинальных или китайских клонов HamGeek, настройки порта можно посмотреть в меню Tools. Там выбираем пункт Serial. И видим уже знакомые нам настройки, скорости и номер сокета. Обычно используется один и тот же 6638, так что настройки для SLZB06 без проблем можно применить и для ZigStar без изменений. Далее переходим в раздел Advanced. У меня он уже объявлен, так как в нем указана мощность передатчика, поэтому я просто его продолжу. Теперь пропишем настройки ZigBee сети. Физически она работает на частоте 2,4 ГГц. Этот диапазон разделен на несколько фрагментов, каналов, которые отличаются друг от друга частотой. По умолчанию для ZigBee to MQTT используется 11, я его и оставлю. Также стандартными считаются 15 и 20. В своих рабочих сетях я также использую и 15 канал. Pan ID. Если провести аналогию с Wi-Fi сетями, то этот параметр что-то вроде названия сети. Многие пользователи не меняют его, оставляя по умолчанию. Но это примерно то же, если бы тысячи пользователей роутеров использовали одно и то же название сети и пароль. Думаю, дальше объяснять не надо. Я рекомендую установить значение Generate. Тогда ZigBee to MQTT при первом запуске случайным образом генерирует это значение. Сетевой ключ – это, собственно говоря, что-то вроде пароля к Wi-Fi сети. Аналогично с предыдущим параметром я ставлю Generate, чтобы он был случайным образом установлен при первом старте. Следующие два параметра в принципе не обязательны на этом этапе, они могут быть сгенерированы в ходе работы, черный и белый список устройств. LastSyn – полезный параметр, его, конечно, тоже можно включить и потом, но проще сразу добавить. Он активирует отображение времени последнего отклика от устройств. И параметр LogLevel определяет уровень сообщений, попадающих в журнал дополнения. Это базовый уровень, есть уровни предупреждений и ошибок. Еще добавим два параметра. Обратите внимание, что они не входят в раздел Advanced, отступов от левого края нет. Первый активирует интеграцию с Home Assistant, чуть дальше я покажу, в чем она заключается. А второй – это отключенный режим подключения новых устройств. Имеется в виду, что нужно будет вручную нажать на кнопку сопряжения, когда вам понадобится что-то добавить. Еще один момент, чуть не пропустил. Уже несколько раз мне писали о том, что ZigBee to MQTT в один прекрасный момент не стартует, и в журнале пишет требования о пятой версии протокола MQTT. Решается эта проблема вот такой записью. На моих рабочих серверах ее нет, все работает и так, но на всякий случай решил показать. Сохраняем конфигурацию. В текстовом виде она доступна в файле по ссылке в описании. Я оставлю показанный только что пример и вариант для USB координатора. Переходим на вкладку дополнений. Нажимаем кнопку «Старт» и переходим на вкладку «Журнал» для контроля процесса запуска. Сразу предупреждаю, первый запуск может занять несколько минут. Не переживайте, если у вас пустой журнал, время от времени нажимайте кнопку «Обновить» и скоро у вас начнут приходить сообщения. Видим процесс запуска. Установка мощности до 20. Кстати, я особой разницы с дефолтной настройкой не заметил. В текстовом файле описаний, в примерах конфигов, для сетевого координатора я эту настройку оставил, для USB версии убрал. Но ее можно добавить и для USB координатора, если хотите. Готово. ZigBee to MQTT запустился, к Mosquito брокеру подключился и готов передавать и получать сообщения. На вкладке информации включаем опцию Watchdog и отображение иконки дополнения на левой панели. Переходим по ней на веб-интерфейс ZigBee to MQTT. Устройств тут пока нет, можно посмотреть вкладку настроек. Тут есть много разных страниц. В разделе о программе можно увидеть как версию аддона, у меня установлена актуальная на дату обзора 1.33.1, так и версию прошивки. Для CC2652P она отображается в виде цифр даты выхода. Сейчас стоит довольно старая версия от 19 февраля 2022 года. Этот координатор я давно не обновлял. В меню расширенных настроек можно увидеть номер канала, мы оставили 11. Но можно было установить, например, 15 и запустилось бы на нем. Параметры ZigBee сети важно установить сразу правильно, так как их изменение в дальнейшем повлечет необходимость пересопряжения всех устройств. Pan ID был выбран автоматически благодаря нашей настройке и отличается от того, что используется по умолчанию. Тут же мы видим настройку мощности. Плюс того, что мы указали все в конфигурации, в том, что первый запуск уже прошел с нужными параметрами. Иначе нам пришлось бы не только перезагружать аддон, что не страшно, но и вручную удалять файл координатор backup.json из папки аддона, так как его настройки не совпадали бы с настройками координатора.
Что касается интеграции с Home Assistant, настройка которой есть и тут, мы также включили ее в конфигурации, но тут есть дополнительные настройки. Топик для Home Assistant трогать не надо, а вот дополнительные настройки можно. Первая, отключенная тут, но включенная на моих рабочих серверах, передает все данные с устройства в виде атрибутов каждому из объектов. Тут на ваш выбор, хотите включать и хотите нет. Вторая, я ее рекомендую включать, очищает события, которые приходят в сенсоры. Например, после события Single Click в Sensor Action он снова становится пустым и ждет новое событие. Это нужно для корректной работы автоматизации. В случае изменения и сохранения настроек, дополнение надо перезагрузить. Об этом напомнит красная кнопка, которая появится справа вверху. В MQTT брокере появился первый клиент ZigBee to MQTT. Вот адрес топика, который мы указали в конфигурации, с единичкой в конце, чтобы отличаться от стандартного. Устройств пока нет, есть статус онлайн. Давайте что-то подключим. Для этого нужно справа сверху нажать кнопку «Разрешить подключение». После этого аддон в течение времени, показанного на кнопке, будет отслеживать устройство, переведенное в режим сопряжения. Начинать строить сеть нужно с устройств роутеров. Это розетки, лампочки, реле, практически все устройства с стационарным питанием и нулевой линией. Например, большинство выключателей и реле с нулем роутеры, а без нуля нет. Если нуль опционален, есть и такие устройства, то практически наверняка это тоже не роутер. Тип устройства указан на странице информации о нем. Начинать с роутеров нужно, чтобы построить периметр сети, и тогда все ее участники будут иметь выбор, к чему подключаться. Параметры классического варианта розетки с энергомониторингом – это управление напрямую через ZigBee to MQTT. После того, как вы добавите один или несколько роутеров, у вас появится возможность указать, к чему именно подключать новое устройство. Для этого нужно нажать на стрелку вниз возле кнопки подключения. Тут будет доступен выбор: все – это автоматический режим, подключение строго на координатор, либо на один из выбранных роутеров. Это пригодится, когда вы подключаете устройство, находящееся далеко от координатора, тогда вы можете указать ближайший к нему роутер. В некоторых случаях это очень выручает. Вот так выглядит информация об устройстве ZigBee to MQTT. Все параметры записаны одной строкой. Но Home Assistant такой формат не понимает. Для этого мы и включили режим интеграции с ним в ZigBee to MQTT. Дополнение создает еще один топик Home Assistant, который по умолчанию он проверяет. И уже в нем, в понятном для системы формате, вложенные топики для каждого из объектов подключенного устройства. Отдельно переключатель реле, сенсоры, меню выбора и так далее. Они получают данные из одного общего топика устройства в ZigBee to MQTT и оттуда попадают в Home Assistant. И если Home Assistant шлет команду, например, переключение реле, то ZigBee to MQTT видит ее и перенаправляет команду устройству. Для примера небольшая часть моего рабочего Mosquito брокера, в котором подключено два ZigBee to MQTT на разные, разумеется, топики, с почти 150 устройствами и сотнями объектов, которые входят в их состав. А вот так выглядит Configuration YAML дополнения после запуска и показанных настроек. Автоматически подставляется логин и пароль для брокера на уровне внутреннего взаимодействия аддонов. Вместо Generate, Pan ID и сетевой ключ, выбранные случайным образом. Информация о подключенном устройстве. Осталась самая малость – добавить все это в Home Assistant, так как пока взаимодействие происходит между двумя дополнениями ZigBee to MQTT и Mosquito Broker. Идем в меню настроек, вкладка интеграции. Запущенный брокер определяется автоматически и тут же показана интеграция MQTT, которая нужна для подключения к нему. Нажимаем «Настроить». Система уточняет, действительно ли мы этого хотим, подтверждаем свои намерения. Готово, интеграция добавлена, как видите, ничего сложного. Сейчас в ней доступно одно устройство, та самая розетка, которую мы подключили. Информация о ней и доступных с ней объектов и берется интеграция из топика Home Assistant. Если перейти в интеграцию, то видно, что устройство одно, но объектов управления доступно 15. Вот так это примерно выглядит. Важный момент. Часть объектов активна и доступна к управлению сразу, а часть скрыта. Например, в разделе «Диагностика» у этой розетки активна только мощность, все остальное деактивировано. Для того, чтобы включить нужный параметр, например, ток, нажимаем на него. Открывается окно объекта, нам нужно перейти в меню настроек. Тут нужно переключить опцию «Активировать», и примерно через 30 секунд выбранный объект станет доступным в Home Assistant. Теперь видна не только мощность нагрузки, но и сила тока. Повторяем для всех нужных объектов, а ненужные, наоборот, деактивируем, чтобы не мешали. Сразу зафиксируем все при помощи бэкапа, теперь уже с настроенным и готовым для работы ZigBee to MQTT.
В уроках про Home Assistant не просто найти ту логическую точку, на которой можно остановиться, так как есть множество нюансов и моментов, про которые можно рассказывать до бесконечности. В данном уроке поставим точку на резервной копии созданной конфигурации. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Уточню еще тот момент, что показанный мной путь не единственный правильный, он просто рабочий и понятный. А так вариантов много, и найти пути к оптимизации показанного в этом уроке методе тоже можно. Так что этими мыслями тоже делитесь в комментариях. Текстовый файл с командами и ссылками вы найдете в описании. Там же будут ссылки на другие видео по этой теме, мой телеграм-канал, группа для общения по умному дому и страница в Facebook. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!